Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю и собираю вкуснейший торт «Кофейный бархат». По сути, бисквит – это тот же самый, что мы и берем на бисквит торта «Красный бархат». Здесь у меня просто выпекать я буду его в одной форме, этот бисквит. Не буду использовать никакого красителя, потому что в комментариях мне поступило огромное количество вопросов, можно ли этот торт выпекать в одной форме и выпекать его именно без красителя. Конечно же, можно. Вот так выглядят эти коржи без красителя, это их натуральный цвет. Чтобы порадовать своих близких, можно это сделать все без красителя, просто для домашнего чаепития. Сегодня же я буду это готовить именно с вкуснейшим кремом мокка. Подробнейший рецепт есть на моем канале. Также буду делать кофейную пропитку для этих коржей. И получится у нас очень-очень вкусный кофейный бархат торт. Итак, давайте с вами готовить. Во-первых, все продукты, которые я беру для этого торта, для этого бисквита, мне нужны комнатной температуры. Здесь у меня 5 яиц среднего размера, 220 грамм сливочного масла размягченного, 475 грамм муки, 10 грамм какао, 430 грамм пахты, 400 грамм сахарной пудры, чайная ложка без горки соды, чайная ложка без горки разрыхлителя и 2 пакетика ванильного сахара. Теперь у меня мука здесь уже просеяна. Во-первых, я просею в эту муку разрыхлитель, соду, 2 щепотки соли здесь у меня и 10 грамм какао. Обязательно нужно это сделать, чтобы не было комочков всего этого в тесте. Затем я вот так это все быстро перемешаю венчиком и отставлю пока в сторону. Теперь я ввожу ванильный сахар в пахту. Здесь я беру именно пахту, как и было в оригинальном рецепте Адамса, в американском рецепте. Была, естественно, пахта, кефира там никто не знал, и сейчас кефир на Западе – это диковинный напиток. Кефир вкуснейший, очень хороший напиток, но для этого торта лучше использовать либо пахту, либо натуральный йогурт, если у вас нет пахты, или ряженку, на худой конец простоквашу, а кефир это уже в крайнем случае. Масло взбиваем до такого побеления и до пышности. И потом вводим туда частями, не сразу всю, частями 400 грамм сахарной пудры. Можете также взять сахар, но с сахарной пудрой, конечно же, гораздо нежнее и податливее будет наша масса. Все это пробиваем. Очень хорошо прорабатываем миксером. Следующим этапом я буду вводить яйца. По одному нужно вводить, но здесь вот у меня одно яйцо повлекло за собой второе. Бывает такое, но желательно по одному яйцу, и прорабатываем хотя бы по полминуты миксером всю эту смесь. Все яйца я уже ввела, и хорошо это до пышности также взбиваю миксером. Все это я делаю в специальной емкости для взбивания. В ней взбивать вот всю эту массу, особенно масляную, очень удобно. И белки также я взбиваю, и сливки. Теперь я беру более крупную миску, уже где я буду соединять все мои ингредиенты. И также все это буду перемешивать. Здесь ни в коем случае уже не нужно ничего взбивать, просто перемешиваем до однородности. Пахту я сначала ввожу чуть-чуть туда, и также я буду по чуть-чуть добавлять сухой смеси. Буквально в 3 приема я все это сделаю, чтобы у меня получилось гладкое и очень однородное тесто. Почему я беру пахту, я уже сказала. Если у вас нет пахты, берите натуральный йогурт качественный, либо простоквашу, либо ряженку. И на самый крайний случай берите кефир, потому что с кефиром, конечно, не та структура получается у этого бисквита. И также частями я ввожу всю сухую смесь. И ничего здесь не взбиваем уже, просто перемешиваем до однородности. Вот такого цвета получается натуральное тесто на торт «Красный бархат» без красителя. Как сделать его с красителем? Подробнейшее видео есть на моем канале с оригинальным, тем самым американским рецептом крема чиз на сливках. Все это есть, ссылку оставлю в описании к данному видео.
В форме я, как уже сказала, буду сегодня выпекать в форме сердца. Ее я застелила пекарской бумагой, бумагой для выпечки. Распределяю все тесто по форме. Форма эта проблемная, потому что это 3D форма. И поэтому я ее вот так прокручиваю перед тем, как начать выпекание. Потому что зачастую именно в форме сердца, там, где зауженная часть формы, бисквит не распределяется, а сверху он поднимается шапкой. Поэтому обязательно делаем вот именно вот такие движения. У меня уже духовка разогрета на 170 градусов Цельсия. Буду выпекать вверх-вниз, режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне ровно 1 час. Это в моей духовке. Час прошел. Шпажка у меня деревянная выходит сухая и чистая. Вот такой бисквит получается. Это его натуральный цвет. Когда форма немножко уже остыла, чтобы можно было до нее докасываться, я не даю ей остывать до полного остывания этому бисквиту. Тонким острым ножом я вырезаю бисквит из формы, плотно прижимая нож к стенкам формы. Вот такой бисквит у меня получается. Вы посмотрите, какой он идеально ровный. По бокам шапочка, конечно же, сейчас еще пониже станет. Я удаляю бумагу для выпечки с дна моего бисквита. Нужно это обязательно перевернуть на решетку, потому что бисквит очень нежный. Разрезать я его сейчас ни в коем случае не буду. Разрезать мы можем этот бисквит только после того, как он отлежится хотя бы 6 часов у нас в холодильнике в пищевой пленке. Аккуратно все это удаляем. Также и красный бархат, когда мы его делаем с красителем, там я выпекаю, конечно же, отдельными коржами, чтобы он пекся гораздо меньше. Видите, еще пар идет из бисквита. Бисквит у меня еще горячий, по сути. Сейчас я ему даю на решетке отлежаться до остывания такого хорошего, уже до стабильной комнатной температуры. Заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник его минимум на 6 часов. Я же буду убирать на ночь. Он очень хорошо отлежится, и нарезаться он будет просто идеально, потому что сейчас он слишком нежный для разрезания. В пищевой пленке обязательно убираем, не забываем про это. Хотя бы на 6 часов, не обязательно на ночь, хотя бы на 6 часов убираем этот бисквит. Очень много мне поступило вопросов, можно ли выпечь одной формы. Форма у меня 25 на 25 сантиметров. Ночь прошла, я достала бисквит из холодильника, лежал он у меня на решетке дном вверх. И шапочка, конечно же, еще сильнее понизилась. Кондитерской струной я его буду нарезать на втором делении. Бисквит очень холодный, он очень хорошо теперь держит форму, потому что масла много сливочного в тесте. Верхний слой слегка надрезаю обязательно ножом-пилкой, чтобы кондитерская струна лучше туда заходила. И вам советую всегда делать то же самое. Это очень облегчает труд. Видите, вот так вот хорошо разламывается он. Он очень нежный, этот бисквит. Теперь я буду готовить пропитку для этого бисквита. Я взяла здесь 2 чайных ложки с горкой быстрорастворимого качественного ароматного кофе. Также 2 столовых ложки с горкой сахара. И все это я залью крутым кипятком. Здесь у меня 150 грамм крутого кипятка. Видите, еще пар идет у меня из него. Я все это перемешиваю ложкой. Сахар весь должен хорошо разойтись. Вы также можете брать свежесваренный кофе. Здесь у меня ромовый ароматизатор. Вы же можете взять столовую ложку натурального коньяка. Но я не беру в данном случае и добавляю туда ромовый ароматизатор. И отставляю это в сторону до остывания, хотя бы до комнатной температуры. Сейчас я буду собирать торт с кремом мокко. Ароматнейший крем, который я готовлю буквально в предыдущем видео. Я
Оставлю ссылку, конечно же, на то видео, чтобы вы посмотрели детально, как я готовлю этот крем во всех подробностях. Здесь я уже не стала останавливаться, чтобы не повторяться именно на креме. Крем ароматнейший, с очень богатым кофейно-шоколадным вкусом и очень устойчивый. Коржи я буду обязательно пропитывать, хотя коржи сами по себе очень нежные. Но мы здесь это делаем именно для того, чтобы придать вот этот необыкновенный кофейный аромат и вкус этим бисквитам, потому что именно вот такая текстура у коржей, что они плотные такие. Именно для таких насыщенных тортов они предназначены. Крем для таких красивых разрезов всегда мы распределяем из кондитерского мешка по коржу и уже разравниваем обязательно шпателем, чтобы в разрезе все было идеально ровно. Крем очень устойчивый, он очень хорошо держит форму, очень хорошо нарезается, без желатина и других загустителей. Обязательно бока уже разравниваем, и убирать в холодильник я этот торт буду даже без разъемной формы. То есть форму здесь я для стягивания не использую, потому что крем очень стабильный, и самого крема достаточно. Сливки в креме у меня 33% жирности. Здесь я также делаю пропитку этому коржу. Если же у вас будет желание приготовить такой же бисквит, но, допустим, с пряными коржами, вы можете также все свои любимые специи смешать, также заварить их кипятком или слегка проварить их на огне. Допустим, кардамон, корицу, имбирь, ваниль, все это туда добавить и сделать себе рождественский торт. И также в крем добавить какие-то специи ваши любимые. Или же ягоды. И будет у вас роскошный уже такой пряный бисквит. Потому что именно бисквит, вот этот бархат, красный бархат, так его назовем, он очень хорошо для этого предназначен. Вот такой торт у меня получается. Я здесь из остатков крема, из кондитерского мешка, насадка у меня 1М, просто делаю такие завитки и украшу их также зернами кофе. Это просто я вам показываю как идею для домашнего чаепития, чтобы можно было также украсить этим же самым кремом из начинки. Вот такой торт у меня получается. Торт очень стабильный. Сейчас я его отправлю на именно охлаждение в холодильник. И потом я при важе его здесь и разрежу. Здесь у меня торт получается на выходе, вот без украшения, 2 килограмма 100 грамм. Из этого количества продуктов на бисквит, форма 25 на 25 сантиметров. Вы смело можете также выпекать это в форме 24 сантиметра круглый или 26 сантиметров круглый. 24 сантиметра круглый нарежете на 4 коржа, 26 разрежется на 3 коржа. Очень многие девочки спрашивают именно на форму 26 сантиметров. Вот даю вам наглядный пример, как это можно сделать. Нарезается этот торт очень хорошо. Он у меня 4 часа примерно простоял сейчас в холодильнике. Я его достала. И вот нарезаю при вас. Без желатина, без дополнительных загустителей. Крем идеально держит форму, потому что в креме, пройдете по ссылке, посмотрите, у нас 100 грамм шоколада с содержанием какао 60%. Очень стабильный крем получается благодаря этому. И очень-очень ароматный, кофейный. Крем Мокка. Вот такой разрез еще поближе вам показываю. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.